Всем привет! С вами Алексей Мамонтов и компания PandaWay. Ребят, наверняка многие из вас слышали о компании FAW. Это один из старейших и крупнейших производителей автомобилей в Китае. У компании FAW есть подразделение Hongqi. Это китайская марка, которая специализируется на производстве автомобилей премиум-класса. Компания Hongqi производит автомобили с 1958 года, то есть это довольно старый и известный бренд в Китае. Изначально этот бренд предназначен был для производства автомобилей для высокопоставленных лиц правительства. Сегодня мы хотим вам показать электромобиль от компании Hongqi. Это EHS9. EHS9 можно смело назвать китайским Rolls-Royce. Собственно, он и похож внешне на Rolls-Royce Cullinan. И это неспроста, ведь дизайнером EHS9 был Джайлс Тейлор, который до этого был дизайнером у Rolls-Royce. Давайте немного поговорим о внешности. Спереди двухэтажные фары, решетка радиатора. Кстати, хотел бы обратить ваше внимание, здесь, в отличие от других электромобилей, не фальш-решетка радиатора, а здесь полноценная решетка, через которую происходит обдув электромотора. Особенностью автомобилей Hongqi является вот такой гребешок. В EHS9 в этот гребешок встроили светодиоды. По периметру автомобиля имеются партроники, которых здесь 12 штук. Есть система кругового обзора, в которую входят 4 камеры. Одна спереди, одна сзади и по одной в зеркалах. Есть 3 модели EHS9. Это 7-местная, 6-местная и 4-местная. Как уже повелось в Китае, чем меньше мест, тем дороже автомобиль. А все почему? А потому что владелец данного автомобиля должен сидеть на заднем ряду. А в 4-местной версии задний ряд максимально комфортный. Количество электромоторов во всех моделях одинаковое, а именно 2, по одному на каждую ось. В 7-местной версии 2 электромотора имеют мощность 160 кВт и крутящий момент 300 Нм. В 6-местной версии доступна опция заднего электромотора с мощностью 245 кВт и 450 Нм крутящего момента. Ну а 4-местная версия по умолчанию идет в максималке, то есть 160 кВт спереди и 245 сзади. У 7-местной версии разгон до сотни составляет 6,5 секунд. А у 6-местной версии и у 4-местной версии, у которых разные моторы, 4,8 секунды. Батарея в автомобилях установлена тоже разной емкости. У 7-местной версии батарея 88 кВт-час. И хватает ее на 460 километров пробега по циклу NEDC. У 4-местной версии и у 6-местной версии, которая с разными моторами, батарея установлена 99 киловатт-час. Ее хватает на 510 километров по циклу NEDC. Здесь у нас есть исключительная возможность посмотреть внутренности, так как подкапотное пространство здесь не заперто. Опять же, ребят, как мы уже говорили много раз, почему здесь нельзя было сделать какой-то небольшой маленький багажник, как это сделано у Теслы.
Все просто, ребят. Есть электромотор, есть батарейка и есть куча проводов. Будучи владельцем, под капот вы не попадете, так как все запломбировано, все под пломбами. Есть только доступ к омывайке. Лючок омывайки и все. Все остальное закрыто. И вот здесь, ребят, небольшой неприятный момент. Автомобиль с емкостью батарейки 99 киловатт-час, по моему мнению, должен проезжать немного больше. 510 километров это все-таки для 2021 года это маловато. Другие китайские электромобили, такие как NIO, BYD, Xiaopan, проезжают намного больше. Кстати, у NIO вышел новый электромобиль ET7, который проезжает на одной зарядке 1000 километров. В ближайшее время мы собираемся поехать и сделать на него обзор. Поэтому самое время подписаться на наш канал. А если обзор уже готов, здесь будет ссылочка. Давайте вернемся к Hongqi. Длина автомобиля 5,2 метра, ширина 2 метра, высота 1,73 м. Колесная база 3,1 метр. Вес автомобиля от 2,5 до 2,6 тонн. Колеса в автомобиле также разные, в зависимости от комплектации. В базе это 21 дюйм, в максималке 22 дюйма. Ширина тоже разная. В базе это 265 мм, в максималке 275 мм. Клиренс у автомобиля также разный. В базе это 15 см, в максималке 17,5 см. Но это еще не все, ребята. Подвеска здесь пневматическая. Соответственно, клиренс может меняться. И его можно увеличить на 8 сантиметров. Ручки в автомобиле полностью утапливаются, как и во многих современных автомобилях. Хорошо это или плохо, напишите в комментариях, но лично я против такого решения. Ну что, посетим этот люксовый автомобиль. Сидушки полностью выполнены из кожи. Это самая минимальная комплектация. Здесь все выполнено из кожи, но стойки и потолок обит материей. Посадку можно было бы назвать комфортной, если бы не вот эта узкая часть в сиденьях, в которую среднестатистические европейские булочки просто не помещаются. Сдавливает все. Как заявил сам менеджер, что сидушки были спроектированы под китайцев. Ну, а далее, ребят, здесь все очень комфортно. Сидишь и ощущаешь себя королем дорог. В автомобиле присутствует 4 дисплея. 3 из них объединены в такой один общий дисплей. Похож на тот, который есть у Ливана, но здесь, в отличие от Ливана, нету стыков. Покрыто все цельным стеклом. И 4-й дисплей находится по центру, снизу, где у вас есть регулировка, собственно, креслами, климат-контролем и другими настройками. Мультимедийный руль. С левой и с правой стороны, как обычно, есть функционал. Здесь кнопки похожи на сенсорные, но это не сенсорные кнопки, ребята. Это физические кнопки, которые выглядят только как сенсорные. С левой стороны у нас идет настройка приборной панели водителя, переключение. Выбираете под себя, что вы хотите видеть. Здесь же есть кнопка смены режимов вождения: драйв, эконом, спорт, лонг-рейндж. С правой стороны мультимедиа, переключение треков, голосовой помощник, вызов с телефона и громкость. Опять же, кнопки похожи на сенсорные, но они не сенсорные. Даже плюс-минус он не работает. Громкость регулируется только колесиком. Сиденье регулируется электрическими доводчиками по высоте, по вылету, по наклону спинки. И есть настройка поясничного подпора. Слушай, а массаж в этой версии есть? Массаж в этой версии есть. Вот. Включили, и идет массаж. Чтобы не уснуть в дороге, да, наверное. У сидения водителя и переднего пассажира есть функция увеличения длины. Регулировка руля есть как по вылету, так и по высоте. И она электрическая. Но, к сожалению, здесь у нас автомобиль не активен, и она не работает. Но она есть, поверьте. Регулировка руля электрическая, как и положено премиум классу.
И она довольно большая, ребят. Есть по вылету и по высоте. И вот даже вылет, да? Посмотрите, какой он большой. Еще одна функция, ребят, которую мы уже проверили на тест-драйве сегодня. Вот сюда встроенный датчик, камера, который следит за вашими глазами. И если вы отвернулись от дороги или закрыли глаза, примерно через секунд 10, система начинает сигнализировать вам о том, что вы не смотрите на дорогу. Прям давит мне вот эта сидушка, она узкая, Вот, очень узкая. Да, согласен. Сзади здесь комфортный вариант, здесь она узкая. Аварийка где здесь выключается? Вот она, да? Все. Руль мягкий, прям такой вальяжный, такой, знаешь. Прям все это. Такое ощущение, что ты поехал на каком-то корабле, прям такой, поплыл. Поплыл, не поехал, а плыл. Не знаю, ребят, видно вам или нет. Есть проекция на стекло, которая отображает скорость, режим скоростной. Если у вас активна навигация, то он отображает, в какую сторону вам нужно поворачивать. 4 режима езды. Сейчас стоит комфорт. Зеркало. То, что камера здесь, мне непривычно, честно говоря. Я вот сейчас бросил взгляд и по глазам бьет. Ну, наверное, может быть, с непривычки, потому что все-таки, когда стандартное зеркало в стандартном своем исполнении, картинка совершенно по-другому отображается, да, согласен. Давай сейчас проверим радиус разворота. Все-таки здесь колесная база 3,1 метр. Радиус должен быть большой, наверное, да? Ну нет, слушай. Нет. Меньше, чем у Ливана. Меньше, чем у Ливана, мне кажется, да? Очень хорошая шумка. Очень нравится мне подвеска мягкая. Мягче, чем у Ливана. Но вот эти вот ковши, вот эти сиденья, они портят все ощущения. Люстра, ребята, здесь у нас сверху вызов, SOS помощи на дороге. Отображение, включение света. Это у нас при открытых дверях будет активирован свет в салоне. Ручное включение-выключение. И включение-выключение света на задних рядах. И, конечно же, есть в этом автомобиле люк. Люк огромный. Зеркало заднего вида, так же как и у Hi-Fi, зеркало заднего вида выполнено вот в таком вот форме монитора и камеры. Я бы сказал, что это плохое решение все-таки. Все-таки, наверное, здесь, хотя тут узкая амбразура такая, опять же, не видно дорогу. Здесь, наверное, по-другому никак не сделать. Но, во-первых, при езде чувствуешь себя немного некомфортно. Возможно, это с непривычки. Во-вторых, что будет, если камера заляпается? А? Антон, что будет, если камера заляпается? Эта камера отвечает за задний обзор. То есть, это замена зеркалу заднего вида. Если эта камера будет забрызгана, как промыть эту камеру? И что делать? Вам придется останавливаться, брать тряпочку, подходить, протирать, садиться и ехать дальше. Центральный тоннель, ребята. Здесь у нас что? Есть парковка. Селектор переключения передач стандартный. С правой стороны, чтобы вы думали, это открытие бардачка. Вот таким образом открывается бардачок. Он глубокий, но не широкий. Как раз хватит для папки с документами. И есть включение автопилота. Тут же у нас подстаканники с выдвижными упорами, но не на пружинках, а воздушные. И здесь у нас, естественно, полочка, да? А куда же положить телефон? Сюда нет, сюда тоже нет. А оказывается, полочка вон она где. Вот сюда. И плюс она еще с функцией беспроводной зарядки. Леш, а куда еще можно положить телефон? Это вопрос? Загадка? Загадка. Это не считается, да? Не считается. Не считается. Бардачок не считается. Не считается. Сидушка пассажира такое. тоже не считается. А сюда нет. Ага, вот куда. В дверях-то есть вот такие карманы, которые как раз под телефон. Ну, там будет он болтаться. Наверняка продумано для чего-то другого, но тем не менее телефон помещается. Отделка. Ну, естественно, хорошая. Автомобиль же люкс. Про это даже и можно не говорить. Все мягкое, все приятное. Здесь есть вот такая вставка
которая светится таким легким оттенком красноватым. И управление на дверях. Стеклодоводчики, которые именно стеклодоводчики, да, автоматические, на всех 4 стеклах. Есть детский замок, который запирает либо левую, либо правую дверь. Здесь есть автодоводчики всех 4 дверей. Кайф! Блин, мне так этого не хватает в Ливане. Кто бы знал. Вот оно, раз. Просто приятно. Очень. Раз. Запирается. Я отпускаю дверь, и она сама поджимается. После такого автомобиля ваша жена перестанет хлопать дверью. Как спереди, так и сзади есть регулировка, электрическая регулировка сидений. Вперед-назад, по высоте нету. Задний ряд. Увеличения длины сидения здесь нету, как это есть в передних сиденьях. Но в 4-местной версии это есть. Здесь такие же узкие сиденья, как и спереди. А в 4-местной версии они широкие и комфортные. Здесь есть такие вставки, похожие на сенсорный экран. Это не сенсорный экран, это не меню управления. А в 4-местной версии здесь есть 2 дисплея, на которых можно смотреть фильмы, слушать музыку и управлять системой автомобиля. Снизу под дефлекторами есть меню управления кондиционером. Здесь у нас включение автоматического режима, обдув сидений, скорость обдува сидений. Это подогрев. Подогрев сидений и обдув сидений для левого и правого пассажира. Регулировка температуры, регулировка скорости и направления, да, вот голова, ноги. Снизу под меню управлением есть вот такое окошко небольшое, да, которое, как все думают, что здесь подстаканники, но на самом деле здесь розетки. Есть 220 вольт, есть 12-вольтная розетка и 2 USB разъема. А сверху, опять же, полочка для телефона. Вот так вот, да? Чтобы заряжать его. Только как будешь заряжать, если провод будет торчать отсюда? То есть, наверняка было придумано для того, чтобы ты вставил сюда провод и положил телефон заряжаться, да? А как? Мне кажется, было бы логично сделать ее поглубже. Да. И чтобы вот так вот ты положил сюда провод. Ну ладно. Оставим это на совесть дизайнеров. Ребят, сразу хотел бы сделать замечание. Вот эти коврики, они сделаны безобразно, честно говоря. Возможно, я просто немножечко разбалованный пассажир, который привык к ливановским коврикам, которые сделаны просто четко и которые не сползают нигде, не буровится все вот это вот. Да, здесь вот это вот все эти складки такие непонятные. Все так вот, как бы, да. Это все не очень красиво, и я бы не назвал это премиум классом. Подлокотники опять же есть пошаговую настройку. Выбираете для себя удобную высоту. 3-й ряд. Перейдем туда. Так, пролезаем назад. Слушай, здесь узкий вообще проход. Тут только ребенок может пролезть. Издеваешься надо мной? У меня нога застряла. Слушай, я тут не помещусь вообще. Да? Ну давай отрегулируем сиденье. Блин. Я в Ливане помещался. Леш, смотри, тебе там совсем неудобно. Вообще неудобно никак. Тут место для детей максимум. Но здесь, посмотрите, здесь есть дефлекторы, которые регулируются в 2 плоскостях. Здесь есть USB разъем. Здесь есть освещение, механическое включение, колонка. И есть регулировка кондиционера. Кондиционер и печка. Вот таким образом. Причем, он не раздельный, нет. Я думаю, даже раздельный. Мне кажется, ты слишком вальяжно сидишь. Да, тебе так кажется? Ты что делаешь? Ты меня сейчас раздавишь. Так, смотри, интересно, вот ты сейчас настроил мое кресло. А как мне отсюда настроить его? А никак. Как это никак? А вот так не так.
Слушайте, Так никак. интересно. Получается, сидя здесь, на заднем ряду, вы не можете отрегулировать наклон кресла. Только оттуда. Да, ну попробуй как-нибудь. Где? Ниже? Выше? Горячо? Тепло? Холодно? Если выучить, где находятся эти кнопки, то теоретически можно это сделать. Смотри, вот эти вот мониторчики, они все закрыты козырьком. Вообще не бликуют нисколько. Да. И они еще загнуты немного. Вот сюда. Туда, внутрь. Есть такой под наклоном они чуть-чуть. То есть сделали очень хорошо, и бликов вообще нету. Вот сейчас пока я вижу конкретно два минуса. Это сиденье, оно прям очень мне некомфортно, оно мне прям жмет ляжки. Как нам сказал менеджер, сиденья здесь все-таки были спроектированы под китайцев. Китайцы, они маленькие, компактные. И зеркало, монитор и камера. В этом исполнении я сейчас могу сказать, что мне это не нравится. Оп. Вжимает. Вжимает хорошо. Меня хорошо прижало. Тормоз плавный, не резкий, не как у Тана. Угу. Тан прям тормозит резко, да, здесь такой он. Машина все-таки предназначена для того, чтобы перевозить пассажира сзади, пассажира наверняка какого-то статусного, скажем так, да. Вот, и здесь все сделано для этого. Она такая размеренная, прям вальяжная. Мне нравится шумка здесь. Очень тихо. Вот мы с тобой тогда обсуждали, да, что у Бентли самая лучшая шумка. Угу. Вот они, наверное, ориентировались на Бентли. Ну да, скорее всего, стремятся к этому. Ребята, эта подушечка, она все-таки, мне кажется, на водительском сидении она сделана зря. Потому что вы можете расслабиться и уснуть от такой размеренной, тихой, спокойной езды, вот этой мягкой, да. И плюс еще тут подушка ночью очень, очень рискованно. Камера заднего вида, посмотри, она узкая. Угу. Производитель акустики компания Bose. В минималке 12 колонок, в максималке 16 акустических колонок. Логотип указан Hongqi по запросу самой компании, но тем не менее производителем является компания Bose. За рулем находится 3 лепестка. Нижний левый – это включение, отключение автопилота и круиз-контроля, настройка расстояния между автомобилями, которые нужно удерживать. Сверху настройка освещения, дальний ближний свет, включение-выключение противотуманки. Верхний левый лепесток также является поворотником. С правой стороны омыв стекол и дворники. В базовой комплектации омывайка идет стандартным образом, то есть через 2 распылителя. В максималке 4-местное распыление жидкости для омыва стекол встроено в сам стеклоочиститель. Багажник открывается с кнопки, открывается с пульта, открывается с ноги, открывается с телефона. Не маленький багажник, большой. Здесь у нас, посмотрите, здесь в багажнике есть 2 кнопки регулировки пневмоподвески. То есть вы можете поднять автомобиль и опустить. Для чего это сделано? Ну, наверное, если вы пришли с тяжелыми сумками и пытаетесь поднять их, и у вас не хватает силы, да, опускаете машину вниз, кладете сумки уже на меньшую высоту. Рядом идут кнопки управления правым креслом. Можно сложить. Вот все это вот так вот, да? Раз. И обратите внимание, как они складываются. Автоматически заворачивается подголовник. Еще разок продемонстрируем. Вот он. Там сейчас места не хватит. Хватит. Раз. Там же я сидел. Ну точно. Вот. И у нас получается идеально ровный пол. Что есть здесь? А здесь есть куча чего-то непонятного. Есть вот такая полочка, ниша, довольно большая. Но это еще не все, ребята.
Если вот эту нишу убрать, если ее убрать, вот так вот, это будет полезно контрабандистам. Вот так вот убираете вы ее. И тут есть еще одна ниша, где уже храните какие-то ценные вещи. Здесь доступ к различным техническим отсекам с левой и с правой стороны. И есть крючочки для пакетиков. Проверяем безопасность багажника. Ничего себе он тебя давит. Слушай, у меня было маленько по-другому. Ну-ка на мне попробуй. Он на пару сантиметров меня уменьшил. Слушай, ну я чуть пониже, чем ты. Ближе к среднестатистическим китайцам. Проверим? Ну, в принципе, нормально. Ну, видимо, нужен небольшой ход для понимания ситуации. Голове все равно было бы больно. Антон, ну раз ты уж в кадр попал, расскажи о своих впечатлениях. Здесь рубрика «Антоха взял бы, не взял бы» вообще неуместно. Машина прям костли, прям сильно бьет по карману. Нет, ну давай предположим ситуацию, что у тебя есть деньги. Взял бы. Взял бы. Ну, знаешь, вот опять же, интересно, получается, она же, у нее 100 киловатт практически батарейка, а запас хода всего 500. То есть она жрет больше. Как Ливан жрет. Жрет как Ливан. Ну, в целом это сколько получается? 20 киловатт. 20 киловатт. Ну, наверное, нормально. У меня 10 киловатт. Наверное, да, хорошо. Мне абсолютно нравится эта машина. Есть косячки в ней. По-любому надо больше копаться, чтобы их больше найти. В целом мне все нравится. Объем, плавность хода. Тут эффект вау сейчас у меня абсолютно присутствует. Мне нравится объем багажника, объем салона, объем машин. Ну и, конечно же, ее внешность. Внешность, на мой взгляд, просто потрясающая. Даже эти ручки, которые тебе не нравятся, они, в принципе, мне тоже не нравятся. Но они... Почему мне не нравятся? Вот я подошел к машине, вот я что-то тыкаю туда-сюда, я не понимаю, как это открыть. Вот как мне иметь доступ к этим, я не понимаю. А что если зимой замерзнет? Да там вообще караул. То есть, ну, для севера я не понимаю, как она должна быть использована. Что, я не знаю, что ты от меня хочешь. Ну что, деньги надо искать? Денег искать, воровать. Тут долго искать на это. На такое прям я не знаю. Но это надо прям очень хорошо зарабатывать. И даже по российским меркам среди богатых людей в России, которые имеют свой крупный бизнес, эта машина дорогая. Мне нравится в этой машине цветовая гамма салонов. Даже тот цвет, который здесь коричневый любят использовать в премиум классах, он здесь выглядит дорого. А в Хифи, по-моему, да? Или где-то мы смотрели с тобой, был так себе. В общем, здесь понтон цветовой подтянут хорошо. Уф. Хорошо пошла. Заявляют они 4.8, да? Да. Вот. Мне кажется, мы близко к этому были. Нет, спорт-режим здесь по-любому еще есть. Наверняка. Я просто не вижу, да, тут близко отображение. прям было. На панели вижу листик, возможно, вообще сейчас выкалом Эко. гоняем. Тормоз вообще классный. Но он мягкий, комфортный. Ну вот он именно так, как я хочу. Не как в Танне. От там. BYD сделали, они жесткий сделали. Да, там прям- спортивный такой. Угу. А здесь это семейный комфортный автомобиль. Я бы, наверное, сказал, не семейный. Это автомобиль бизнес-класса. Бизнес-класса. Ну, даже не бизнес, премиум, наверное. Премиум. Не зря ведь Хончи делается. Да, но Делала Вот мы с тобой- правительственные автомобили. пока вокруг да около ходили в салоне, сколько семейных людей приехало посмотреть эту машину. Угу. Так, 42. В проекте поймал. В проекте пишет, вот мне квадратик такой, и стрелочки, за ним следую. Автопилот активировал или круиз-контроль? Я даже не знаю, но это, скорее всего, круиз-контроль Круиз-контроль впереди похоже. идущей машиной. Автопилот, он тебе покажет две полосы. Ах, он показывает, да, тебе две полосы? Да. Но это явно не автопилот. Это круиз-контроль за впереди идущей машиной. Как тебе сидушка? Ну,
Все-таки для меня она узковата. Для меня она узковата, а я не такой уж и жердяй на самом деле. Ну, я думаю, нет ничего сложного здесь расширить автопроизводителям по заказу, грубо говоря, на экспортный. Я думаю, да, если они будут делать на экспорт, а они планируют делать на экспорт, Да. то они сделают другую сидушку. Для такой махины она так ускоряется. Мгм. На 300 килограмм она тяжелее Ливана. На 300 килограмм. Да. По кочечкам. 150米处有连续违法。 Ну, хорошо проглатывает лежачий полицейский, да, хорошо мягкая проглатывает. подвеска. Ну, руль, да, руль классно. Все же это представительский класс. Прям все хорошо в ней. На такой машине, наверное, может руководитель китайской партии встретить президента Российской Федерации. Может. Не стыдно. Не стыдно будет. А зеркала маленькие, Леш. Зеркала, да. Ну, у Ливана больше. У Ливана чуть-чуть больше, да. Хотя видно в них все и хорошо, но они маловаты. Хотела бы побольше лопухи. Что это такое А будет? он мне говорит, я это смотри вперед. Прикинь? А, глаза убрал. Да. Ну-ка. 300米处有违法拍照。 Вот опять. Ага. Смотри, говорит, вперед. И глазки были. Ничего себе. Мониторит все, а. Какая? А теперь почувствую немножечко себя боссом. Или, нет, не боссом. Наверное, президентом, которого встретили на таком люксовом автомобиле. Ну что, здесь уже сидушки пошире, они комфортные, ничего не жмет, ничего не давит. Ехать комфортно, удобно. Возможно, не хватает мягкости немножечко под подлокотнику. Так, если придираться совсем уже. Надо же к чему-то придраться. Конечно. Ноги у меня вытянулись до конца. Это положение максимально поднятое. Я сижу, я могу его вот так вот сделать, да? Максимально комфортное положение, в котором можно поспать. Слушайте, ну, премиум класс, да? Сейчас мы находимся в четырехместной версии. Здесь у нас комфортные широкие сиденья. Управление креслами происходит через вот этот вот экранчик, который похож на ноутбук. Ну, то есть подъем. Но подъем этот для моих длинных ног, он ничего не дает, потому что они его не касаются. Отсюда я могу отодвинуть первого пассажира. И тогда я еду максимально комфортно. Здесь же у нас в каждом кресле имеются мониторы, через которые можно слушать музыку, просматривать фильмы с флешки. Выбор музыки. Есть интернет. То есть вы можете выбрать свою какую-то музыку. Допустим, я написал Ace of Base, и вот мне вышел список всех песен группы Ace of Base. Здесь у нас есть беспроводная зарядка для телефона. Естественно, работает. Так, полочка двойная. Тут место для бутылки шампанского. Нажимаете, и тут у вас появляется бутылочка винца. А вот закрытие вручную. Не продуманный вариант. Придется ручками закрывать. Под дефлекторами спрятана вот такая какая-то пепельница, типа пепельницы, но здесь есть знак, который говорит о том, что нельзя выбрасывать пепел. И есть розетки. В центральном тоннеле есть упоры, подстаканники. Вот такие вот, которые закрываются туго довольно. И есть вот такая мусорка. Сейчас мы находимся в активной машине. Здесь включены все дисплеи. Мы можем посмотреть, что они из себя представляют. Центральный дисплей – это карта и настройки различного плана. Также мультимедиа. Здесь, обращу ваше внимание, китайский язык стоит. Менеджер говорит, что есть у них английский язык, просто в этой модели конкретно, так как она предназначена на китайский рынок, английский язык был не активен. Правый дисплей – это мультимедиа для пассажира. Здесь
просмотр фильмов, здесь выбор музыки, различные подборки музыкального и видеоряда. Центральный нижний дисплей, как я уже говорил, здесь идут настройки температуры, кондиционера, активация камеры 360 градусов. Мне не нравится здесь картинка, мне не нравится вот этот вот маленький экранчик. То есть есть тут огромная часть пол дисплея предназначена для выбора камеры, да, и небольшая вот эта часть только для отображения картинки самой камеры. Хорошо, могу я крутить? Вот, могу. Есть такой режим. Сейчас мы находимся в максимальной комплектации. Это 4-местная модель. Здесь отделка салона идет кожа напа и стойки и потолок из алькантары. Ребят, ну и, конечно же, цена. Всем вам интересно знать, сколько она стоит. Базовая комплектация, скажем так, не базовая, а минимальная комплектация, это 7-местная модель, стоит 510 тысяч юаней. В максимальной комплектации, это 4-местная модель, цена составит 730 тысяч юаней в Китае. Спасибо за просмотр данного ролика. Надеюсь, вам все понравилось. Если понравилось, ставьте палец вверх. Если не понравилось, напишите в комментариях, что не понравилось. А с вами была компания PandaWay из Китая. Будьте с нами, и у вас все будет хорошо.